Запись пошла. Сегодня у нас 16 марта. Ольга, расскажите нам в двух словах, когда вы проходили первый сеанс, с кем он был и что у вас после сеанса начало происходить? Ну, у меня был сеанс 30 декабря с Еленой и Викой. У меня перед еще, задолго до сеанса у меня уже были какие-то сомнения, но я считала, что это интерференты такие меня, это самое, отводят, так сказать, да. Я как я теперь понимаю, я с великим недоверием конкретно к Елене пошла на сеанс. И у меня впечатление, что я на самом сеансе вообще мало что показала в принципе. Ну, еще надо отдать должное Елене нашей прекрасной. Она вообще не прочитала моих аспектов вообще. У меня там было коротко, четко, ясно все изложено. Ну, расскажите вкратце, ну, вот мы 5-е, 10-е, и потом вдруг под конец зачитки, обсуждения чего-то, она меня спрашивает: ой, а вот денежные блоки вы бы хотели? Потом еще какой-то вопрос мне задает, и я понимаю, что человек, который меня такое спрашивает, вообще не читал, значит, то, что я написала. Я еще так подумала, неужели за $600 нельзя бумажку одну распечатать, одну страничку и как-то ознакомиться? Я как-то мне так приятно как-то стало. Ну, я решила, думаю, ну ладно, наверное, сейчас профессионал, сейчас всех порвет. В итоге, неважно, после сеанса мне было обещано Еленой, значит, ой, смотрите, сейчас энергия вас прям вот так фонтаном. Я была просто обесточена на следующий день, это было 31 декабря, типа Новый год. Я как робот просто молча, методично крошила салат и не могла понять. У меня, знаете, такого мне еще никогда не было самочувствия, я даже не знаю, как его описать. Оно было вот обесточенное. Я не могу сказать, что я хотела спать или там я не могла ходить. Я могла ходить, я себя чувствовала просто, вот знаете, каким-то роботом. Это было удивительное для меня ощущение, у меня такого никогда не было ни до, ни после. Я еще думала, где тут большой фонтан, где фонтан-то, где энергия-то, которую надо куда-то в мешки складывать, а мне тут вообще сложить нечего. И плюс еще это самое, ребенок у меня девочка, мы вместе я ее приобщала к сеансу, 13 лет ей. Я иду себе по коридору 31 декабря, свет, везде все хорошо. И вдруг она с ужасом, квадратнейшие глаза, она кричит, глядя на меня, какой-то крик такой, знаете, нечеловеческий вообще. Я видела ужас в ее глазах. Я не выскочила, я шла по освещенному коридору, я не выскочила неожиданно. Она как заорет, я говорю: дочь, ты чё? Она говорит: ты похожа на скелета. Я говорю: господи, что такое? Что такое? Ну, в итоге я себе думаю, ладно, сейчас я себя буду работать над собой, повышать вибрации. В итоге в таких повышениях вибраций провела я 2 недели и все-таки написала, говорю: Лена, что-то я не знаю, это все как-то что-то странно так как-то. И этот денежный, как его там, вселенский поток изобилия, видать, вообще куда-то свернул так, что вообще просто непонятно. Все хуже и хуже. Ну, давайте мы повторно, значит, вот посмотрим. Вот я вам предлагаю посмотреть с Натальей. Я говорю: да, ради бога, давайте. И вот Наталья мне сказала, значит, что... Ой, извините, доча, я дома, говорить я не могу, просто иди домой, я не могу разговаривать. Всего хорошего, моя милая девочка. До свидания. Давай. Вот, значит, когда Наталья смотрела вот эту ситуацию с дочкой, она говорит, очень, говорит, странная картина. И у самой Натальи было какое-то растерянное лицо. Прям, что действительно, она что-то такое увидела, чего она раньше не видела. И она говорит, такая странная картина, как будто, говорит, человек полностью лишенный энергии, как будто энергия равна нулю. Наталья открыла рот говорить что-то дальше. Елена, ага, ничего страшного, сейчас мы это все уберем, мы сейчас это уберем, наполняйтесь, повышайте, наполняйтесь, и все такое, все, и теперь все будет хорошо, вы все сами сможете, и да, все вы теперь сами сможете. Ну и вот как бы так свернула всю эту чистку, ну и вот, собственно говоря. Так мы и посотрудничали. Понятно.
Да. Скажите, пожалуйста, как дочь зовут? Софья. Я уж не будучи уверена, что мы... Ну, в прошлый раз у нас сорвалось, я уже говорю, ребеночек, иди уже, говорю, танцуй, наверное. Говорю, вдруг сегодня тоже не получится. А ты, говорю, 2 раза не танцуешь. Сколько ей Ё-моё. лет? 13. 13. Она все в теме, она все понимает, я ей все рассказывала, чего, как, откуда. То есть она это... То есть по дочери у меня 2 вопроса. У нас после сеанса Елены так ухудшилась ее аллергия. У меня был тоже вопрос по аллергии в сеансе, но поскольку Елена не прочитала моих аспектов, то этот вопрос вообще в принципе, вообще в сеансе не принял участие. Угу. Но после сеанса у нас было такое ухудшение, что эта аллергия была уже похожа на какую-то экзему вообще. Это была жуть. По сей день у нее на теле появляются непонятные прыщи. Мы сдали анализы такие, сякие, расширенные, супер расширенные анализы. По анализам нас в космос можно посылать, мы в порядке. Чисто визуально врачи смотрят, ну что вы хотите, у вас же аллергия. Ну что вы хотите, у вас же переходный возраст. Я говорю, ребят, ну у нас и то, и другое, не первый день. Но как бы вот эти проявления в непонятных каких-то прыщах, какие-то мелкие гнойненькие прыщи, ну вообще какой-то... Это все, короче, началось после сеанса. Я уже, чтобы дочь не загонять в мысли, я ее наоборот увожу, чтобы она себя не накручивала. Я говорю, Сонь, да это то, давай все, давай мы диету, ну сама как бы я так это как бы думаю. А что это оно такое? Какое это все такое странное. То есть вот меня очень сильно вопрос ее аллергии беспокоит. Вы просто посмотрите, если это мы тут действительно там, ну что-то там косорезим, да, со своей физикой, да, хорошо, будем разбираться. Мне главное, что там ничего не было, а все остальное мы разберемся. Ну и как бы вот спина, да, вот у нее как и была у Сони спина у нас, так она, как она описывает. Мне все время хочется разогнуться, потянуться, все время ей как будто что-то стягивает спину. Ну, все снимки мы делали, в космос мы пригодные лететь, то есть все понятно. Угу. Про меня что, просто посмотреть, что там Ленуся, там что-нибудь мне там как-нибудь. Я тут, конечно, пыталась думать про Лену всякошно, ну мало ли, вдруг что осталось от Ленуськи. Вот. Ну и вообще глянуть это самое, там, как этот поток вселенский, изобилие это, он что вообще себе думает, что он себе думает, этот поток? Посмотрим. То есть, если вдруг останется время или возможность, ну, ответьте мне уже на вопрос, который был на листике, но, Лена, нет, почему я не помню никаких снов? Я сплю так, что я падала со 2-й полки в поезде, я не проснулась, понимаете? Угу. То ли память плохая, то ли совесть чистая. Но сплю мертвецки. Угу. Все, не буду вас больше ничем загружать, вопросов много, но я не буду. Все, имею совесть. Хорошо. Да. Отключайте микрофон. Смотрите. Так. Вика, ты готова? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Что ты видишь, Вика? Ну, я пыталась как будто бы найти Олю и опустилась в какое-то темное пространство. Сейчас я вышла обратно, Угу. вверх. И я вижу, что идет такое разделение пространства на очень темное, на черное, и очень четкая граница идет, и светлая. А я как будто бы стою и пытаюсь найти Олю, и я
понимаешь, что она находится там внизу, в этой черной полосе. Ты сейчас на комфортном для себя уровне? Ну нет, не на комфортном. Мне хочется подняться еще выше, но я не поднимаюсь, потому что я вижу, что Ольга находится там внизу, а ее дочь находится тоже там с ней, но как-то еще ниже под ней. Вика, поднимись на комфортный для работы уровне для себя. Посчитать? Да. На счет 3 ты поднимешься на комфортный для себя, для работы уровень. 1, 2, 3. Поднялась? Да. Хорошо. Смотри оттуда. На каком сейчас уровне Ольга? Я вижу, она находится на минус 20 уровне. Угу. На каком уровне находится дочка ее, Софья? Ее дочь выпала с ее пространства, и она находится как будто бы еще ниже на минус 10, минус 30. Минус 30. Угу. Хорошо. Начнем с Ольги. Да? Я сейчас, да, сейчас я Ольгу прошу, чтобы она перенеслась на максимально комфортный уровень вместе со своей дочкой. Пусть она ее возьмет в свою сферу. Я ей говорю, что соглашение, когда дети находятся в сфере матери до 14 лет, расторгнуты, что зрелость наступает у нас на Земле приблизительно в 30 лет, и Ольга имеет право забрать Софью с собой. Я вижу, как она ее забирает и вот так руками обнимает. Я говорю, чтобы она покидала это темное пространство. Я вижу, что она протягивает руку. Вот так. У нее с руки идет как такой поток энергии. Она выходит. Я говорю, чтобы она выходила, закрывала эти все порталы. Сейчас она поднялась на плюс 5 уровень и Угу. отпустила дочь. И идет черная подключка у нее. Я говорю, чтобы она удерживалась на этом уровне. Она мысленно может поставить зеркалом вниз, как такую железобетонную плиту с зеркалом, которая будет отражать этот черный поток обратно туда, откуда он идет. Да. Он просто как труба, она как будто бы находится внутри портала. Угу. Энергии очень низкие, очень меня прямо всю трусит. Я повышаю вибрации и прошу Ольгу повышать вибрации тоже. Угу. Получается? Да, получается, вокруг нее она находится как будто бы в кольце. Это кольцо имеет как будто бы темное кольцо, а внутри как шестигранник, как сота. Как-то вот такие рубаные такие, да, это как сота. Правая рука вытянута, вот так. Кисть находится в этой черной полосе, в этой соте черной энергии. То есть ее энергосфера сплюснута этими гранями сот. Идет цепь. К левой ноге привязаны вот эти бомбы черные. Эти матричные мне приходят. И внутри там как яйца.
Мгм. Я вижу внутри этих бомбочек яйца отложены. Открыт портал. В секторе колдовства выглядывает такая штука. Это похоже как голова, как будто бы змеи, но это не змея. Вот оно как такая шея змеи, которая расширяется вот так вот резко, как имеет такой вот сплюснутый, как будто бы сплюснутый шар и с глазом. То есть следят с этого портала, следят в эфирном пространстве за нашей работой. Я приказываю этому глазу закрыться, потому что это наше рабочее пространство. Мы работаем по просьбе Ольги и ее дочери Да. Софии. И я вижу, что я выливаю на этот глаз жидкость, как ведро этой антивирусной программы, и этот глаз уходит, закрывается этот портал. Мгм. И уходит, так, левая рука тоже, она как будто бы распята. От левой руки идет в нижний портал подключка, и она в руке что-то держит. В левой руке вот так вот держит. Что держит? Там какая-то белая табличка. Она мне показывает на эту табличку. Там написано «Морок». Там такой, как портал, программа «Портал». Когда я посмотрела, туда энергии вот так с этой таблички, они как будто бы затягивают внутрь. Я считываю ДНК Ольги. У нее на голове как колючая корона. Считывается такой, как... Вот я увидела, да, у нее энергия смерти. И я увидела вот этот просвечивается вот так вот как-то, как скелет. Вот это что доченька ее увидела. Мгм. Ее душа, буквально подсознательная часть, ну, скажем так, просто в ужасе. Я спрашиваю, да, это Ольга, я спрашиваю ее, дает ли она нам разрешение. Она говорит, она вот так поднимает, как будто бы какая-то пелена открывается, она поднимает голову, она говорит, да, Мгм. она говорит, я вам доверяю. Я говорю, доверяй себе. Она говорит, вы из наших. Я говорю, поговорим об этом потом. Я говорю, чтобы она посмотрела вокруг и оценила всю эту ситуацию, Осознала. осознала. Она прижимает к себе Софию. Я говорю, видит ли она, что происходит в ее пространстве, и вот этот момент осознания прям легче стало сейчас становится, потому что она смотрит вокруг, и вот эти энергии, вот этот морок, он как-то уходит. Она выбрасывает с левой руки эту программу морок. Мгм. Я говорю, пусть она прикажет. Вот это же находится в секторе колдовства. Пусть... Тарас, ты меня не слышишь? Да, я тебя слышу. Почему ты спрашиваешь? Ну, потому что мне показалось, что произошел какой-то щелчок. Что за щелчок? Ты не слышал? Я не слышал.
То есть пошло воздействие в эфирном пространстве, чтобы как бы отключить связь. От кого воздействие? Вот этот портал, который находится, это, понимаешь, это не просто подключка, это открытый портал. Угу. Я вижу, как это произошло, каким образом был открыт портал. То есть светлые, не хочу называть боги, потому что на самом деле каждая живая душа божественна, и это творцы. Угу. Но я вижу, как был открыт этот портал и кем. Как был заключен договор. То есть светлые боги закрывают, то есть работают над тем, чтобы позакрывать порталы, через которые проникает эта энергия этой сущности, этого зверя, как называют ее матка, еще как-то там. Называть можно по-разному, потому что ее проявления разносторонние. По принципу матки, да, это тоже ее касается, вот, принципы ее работы. Но Инга привела Елену к этой сущности. Угу. Ну, так как Елена, у нее нет, у нее были свои собственные скажем так, энергии, на которые она повелась. Угу. Они подписали контракт, и этот портал был открыт. Всех клиентов Елены, они как бы Елена, да, она как бы автоматически там хитрое такое, это как бы в жертву приносила этому зверю. Угу. Каждый человек, это хитро было сделано, это матричная система, технократическая, когда человек подписывал соглашение на то, чтобы пройти сеанс у Елены, в тот момент, когда они общались с Еленой и оплачивали сеанс, Был заключен контракт. был заключен контракт. Он в пространстве висел как недействующий. Это я видела в конце сеанса, и я не могла понять, что это такое. Люди не показывали, как это чужеродное, это как прозрачная какая-то подключечка, которая еле-еле уловима. Но после сеанса это происходило, как бы вступал в действие этот контракт. И сейчас я вижу тот сеанс, предпоследний, который буквально в конце сеанса на человека, просто у меня на глазах произошла эта подключка. Я человека почистила, эту девушку. И уже тогда я хотела рассмотреть откуда пошло, но Елена не дала мне посмотреть. И сейчас я вижу следующий сеанс. После этого, когда мне было, я четко услышала, когда я вытащила клиентку с этой черноты, потому что они уже как бы взбесились, и клиента поместили в эту энергию до сеанса. И перед сеансом я протянула руку, я увидела этот открытый портал. Это впервые,
когда я увидела эту всю картину, я протянула руку, чтобы спасти Ларису, и я ее вытащила. И когда я протянула руку в нижний портал, в черную, где я увидела Елену, что она находится внутри этого портала, то моя рука почернела, и я услышала, я увидела, как со стороны первоисточника пошел такой, как меч, который отсек то пространство, и мы с Ларисой, с клиенткой, оказались в светлом пространстве, а Елена там, и я услышала, что я не имею права работать с Еленой. Мне удалось почистить пространство и поработать с Ларисой. Я думаю, что его нет, потому что это компромат на ее работу. Мгм. Ну, я могу выложить, да. Я сохранила это видео. Мгм. Хорошо, понятно. Сейчас я вижу снова Ольгу. Мгм. Я вижу, что ее энергосистема очищается. Это сверху уходит, разрывается это черное оно разрывается, и она руку вот освобождает. Я говорю, что в первую очередь она может вернуться в то время, в то пространство, когда она заключала договор с Еленой о прохождении сеанса у нее. Я говорю, чтобы она вошла в тот момент, когда она почувствовала вот этот призыв ее души, когда она почувствовала на физическом плане, что недоверие к Елене. Пусть она мне покажет, Мгм. На счет 3 она тебе покажет. 1, 2, 3. что произошло в тот момент. Я вижу, что ее подсознание как будто бы разделило вот на двое две энергии, и она показывает с одной стороны вот светлые вибрации, она показывает в то пространство, когда вот как мы работаем с энергиями абсолютной чистоты, и она показывает на эти энергии, и с другой стороны она показывает на энергии вот эти темные и показывает вот разницу в этих вибрациях. Но ее разум как бы заглушил вот этот процесс, когда душа, подсознание говорит через тело, говорит через чувства и через вот эти все систему чувствования. И ее сознание блокирует. Я ее спрашиваю, почему она заблокировала? И она мне отвечает, она показывает система, матрица. Я говорю, какие энергии в тебе есть, на которые эта матрица притянулась, где произошло вот это столкновение, вот это, как срослись эти энергии. И она мне показывает чувство вины. А я спрашиваю, в чем она виновата. Она мне показывает, что это чувство вины у нее находится вот в области первой и второй чакры.
И она говорит, что она чувствует, что она виновата во всех бедах человечества. Я говорю, ну как же это возможно? Это же нереально. Ты можешь быть виновата по отношению только самой к себе. Я вижу, что сейчас я вижу маленького ребеночка, который рожден и как-то возвращается в свое как бы зачатие. И его вот буквально как бы колбасит, как будто бы его кто-то бьет. Я говорю, что происходит? И она вот так идет, возвращается к внутриутробному. Она буквально малюсенький, вот как несколько клеточек, чуть-чуть больше. И идет связь с матерью через материнское сердце. Вот к тому месту, где она была до этого. И я вижу, она говорит, что она приняла боль матери. Я говорю, зачем она это сделала? Она же ребенок, пусть она поставит сейчас образ матери и себя. Я вижу, что это очень... Я говорю, пусть она поменяет, возьмет на себя роль ребенка, маленького, беззащитного. А мама должна заботиться о ней. А она почувствовала, она очень мощная душа, и она видела несовершенство матери. И она как бы, ее желание было защитить мать. И она почувствовала вот эту вину, что она такая сильная и мощная пришла в тело несовершенного человека. Я говорю, пусть она посмотрит на себя со стороны вот этого беззащитного ребеночка, который находится абсолютно она зависит только от желания и воли матери. Она внутриутробно, вот сосет пальчик. Я говорю, ее мать может сейчас убить, и она ничего не сможет сделать. Сейчас пусть она посмотрит на себя, когда она рождается. Ее мать может тоже сделать с ней, что хочет, и она не сможет воспротивиться на физическом плане. Пусть она посмотрит на себя вот в пеленочках. Ее мать может сделать с ней все, что хочет, и она не сможет ничего воспротивиться этому. Пусть она почувствует свою беззащитность, и пусть она эту ответственность матери отдаст матери. И сейчас я вижу, что в ее, но я не могу сейчас показать, потому что я не чувствую рук. Я вижу, что она вот идет перераспределение ролей. И сейчас, потому что раньше она была такая огромная, а мать маленькая, а сейчас она наделила мать вот этими полномочиями, и ее вот этот блок, черный буквально, с ее первой и второй чакры, он вышел, вот эта черная энергия. И вот эта матрица, она как бы уже не примагничивается к этой энергии. Я говорю, пусть она ее удалит из своего пространства эфирного, своего подсознания, со всех своих. И сейчас я вижу, как происходит примирение с матерью. Я говорю, что она пусть запустит процесс примирения со всем своим родом, со всеми членами этого действа. Она просто ходит по кругу и примиряется со всеми участниками этого круга. Мне нужно чуть-чуть подняться, я очень глубоко зашла. 90 на 10, это слишком глубоко, чуть-чуть
хотя бы 60/40. На счет 3 ты поднимешься на 60/40. 1, 2, 3. Да, хорошо. Хорошо себя чувствуешь? Да, сейчас хорошо. Сейчас мы можем продолжить работу. Я вижу, как Ольга, ее энергосфера наполнилась энергией, и она смотрит на ту руку. Я говорю, чтобы она сейчас, когда у нее нет привязки к матричной энергии, к этим программам матричным, ее нет уже точки соприкосновения, пусть она войдет в тот момент, когда она подписывала контракт с Еленой и расторгнет этот лживый обман, этот хитрую ложь. Потому что она на самом деле не собиралась никому подключаться. Да. У нее было только одно желание – освободиться от интерферентов. Я говорю, что она может вынуть из этого контракта те все энергии Елены, а также той матрицы, этого колдовского эгрегора и этого портала, и отправить это все туда, откуда оно пришло. Я вижу, что оно как-то утягивается на кончик этой ручки, когда она подписывала контракт. И она очень плотно прижимает ручку, и она пишет «расторгаю». И вместо черного, вот где была подписана эта точка, вот произошло такое, как будто бы таким ярким красным, а потом все засветилось светом. Расторгаю, и оно все наполнилось светом, все пространство, и все исчезло, все исчезает. Я говорю, чтобы сейчас она вытолкнула все по системе этих подключек, все туда, откуда это все пришло. Пусть отдаст, пусть прикажет, пусть Ольга прикажет всем виновникам этих подключек, этих воздействий, энергий на нее и на ее дочь, убрать себе все эти энергии, подключки, программы. Я вижу, как с ее энергосферы вот этот образ этого скелета уходит. Я говорю, пусть они заберут своими руками, не прикасаясь к твоему энергетическому пространству и к пространству твоей дочери. Пусть забирает все себе. Она вот так вот отсекла это все. Я говорю, пусть, чтобы Ольга распространяла свет и уничтожила это все в своем пространстве. Все уходит в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она стерла информацию со всех информационных полей о присутствии в ее пространстве всех этих энергий, энергии этой сущности, пусть стирает энергии этих персонажей на физическом плане, а также в эфирном пространстве матричных систем, геометрических фигур. И я вижу, как происходит в этот момент возвращение ее эфирного ДНК в область ее души. Я говорю, чтобы она это все прочистила. А черный вот этот объект уходит туда. Это в нижний портал, там как будто бы какая-то лаборатория, где она находится под землей, и там задействованы структуры людей и рептилий. Это как-то связано с какой-то властью. С какой властью? Какой-то сегмент власти на Земле, небольшой сегмент. Я вижу, что
физическая власть на Земле, она разделена на вот маленький сегмент 15, 12, 12, 13%, 13. Вот число 13% это власть, которая принадлежит, это власть совместная рептилий и людей. Это рептильная власть здесь на Земле. И вот они имеют общие проекты. Вся остальная власть – это власть человеческая. Они подконтрольны, но они в любой момент, эта власть опасна для этой власти нечеловеческой, потому что они человеки, и у них ДНК человеческая, и они в один момент просыпаются и встают на сторону людей. Мгм. Отлично. Я говорю Ольге, чтобы она убрала всю информацию с этих структур о себе, отдала им все, что им принадлежит, оно все уходит, отсекала все это, и оно тоже все утягивается в сектор, вот через сектор магии. И снова слышу вот это слово новое, технократия, техномагия, и оно все утаскивается в сектор интерферентов через магический сектор. Я говорю Ольге, чтобы она сейчас сделала то, что каждый должен сделать, живой человек в наше время. Пришло время наполняться животворящими энергиями чистой Вселенной и пригласить эти энергии абсолютной чистоты в наше пространство. Да. Пусть Ольга вспомнит первозданную Вселенную, те энергии, которые присутствовали там. Это энергии. Сейчас Да. я вижу, как Ольга совершенно уникальная личность. Я вижу, как мы втроем находимся в каком-то потоке очень светлой энергии. Мгм. Ты стоишь, ты как бы, мы все стоим на одной линии. Ну, я, естественно, стою здесь, потому что я смотрю. Здесь Ольга, а ты на вот там как бы на этой линии прямо от меня, сзади Ольги, в тылу. Мгм. И я вижу, что открывается вот, вот такой свет идет как-то изнутри. И он вот так сначала как поток закружился. И вот Софиечка, она прижалась к матери, она здесь. И вот этот поток, он раскручивается, вот такой светлой энергии, он раскручивается по часовой стрелке, и вот так, как цветок, раскрывается, как цветок. Ольга находится внутри этого потока, и образовался шар. То есть эта вся энергия, мы втроем очутились в каком-то совершенно другом пространстве. Я спрашиваю Ольгу, как она себя чувствует. Все ли хорошо у нее? И мы идем втроем. Куда?
Светлое пространство. Я говорю, она зовет нас за собой. Вот это здесь очень хорошо. Этот шум прекратился, потому что очень сильный шум шел. Я не знаю, вы слышали или нет. Да. Вокруг все шумело и гудело, и был черный цвет. А сейчас это все ушло. И такое пространство, сейчас мы вышли, мы находимся вверху, а перед нами, я слышу, земля. Мы зашли в прошлое. Так. И я немножко, вот мы опускаемся, потому что мы находимся как бы в космосе. Я увидела нашу планету из космоса, и такой вот в космосе как будто бы звуки. Я слышу гармонии, звуки гармонии. Мы опускаемся вниз и заходим как в атмосферу. Земли. Да? Да, она очень большая. И здесь свет. Здесь свет. Я хочу пойти на землю, где посмотреть, куда мы зашли. Угу. Посмотри. Я вижу энергии. Энергии, вот деревья, все закручивается в узоры. Я вижу какого-то человека. Он с каким-то животным. Это животное, у него красивое животное белого цвета и закрученные красивые рога. Эти рога я рассматриваю, они закручиваются, потому что так энергии идут. И я спрашиваю Ольгу, комфортно ли она себя чувствует в этом пространстве, чтобы она нашла себя. Она показывает, что она этот человек, который как единое целое с этой природой. И я вижу это все на эфирном плане. Угу. Как-то и она, и животные как бы плаваем все. Все очень легкое. Я говорю, чтобы комфортно ли она себя чувствует. Она говорит, я дома. Я говорю, пусть она пригласит в этот дом свою дочь с прошлого, Софию. И она протягивает руку туда, откуда мы пришли. И ее доченька пришла. Она сначала была маленькая, а потом выросла. И сейчас я вижу 4. Нас уже 4 такие, как шарики. Угу. Вика, а когда это время было? Что это за время такое? Давно? Я вижу цифры бегут.
Но я только понимаю миллиарды Все понятно. энергии. Давай выходим. Здесь энергии настолько высокие, что физическому телу тяжело здесь находиться. Мне тяжело. Я Давай. чувствую такие вибрации высокие, что мое тело может не выдержать. Вика, давай на счет 3 вернемся в наше рабочее пространство. 1, 2, 3. Да, сейчас я вижу, мы все здесь просто тело распирает. Я приказываю моему физическому телу на счет 3 привыкнуть к этим вибрациям, гармонии, чистоты. Я приказываю моему телу выработать иммунитет к тем энергиям, которые находятся в том пространстве, где находится мое физическое тело, чтобы мое эфирное тело физическое совместили и научились находиться одновременно во всех временных пространствах, а также физических и эфирных. Я смотрю на Ольгу, и я вижу, что она и ты тоже смотрим вот на руки, потому что я вижу, что какие-то процессы идут во всем теле, особенно в руках. Я спрашиваю, почему в руках? Это связано с оружием в руках, вот эти потоки энергий. И я спрашиваю Ольгу, комфортно ли ей, чтобы сейчас я смотрю, что мы все сами себе удивляемся, какие мы стали. Вика, а что за оружие в руках? Это такие потоки необыкновенной энергии, когда мы направляем это оружие. Я слышу на врага. Этот враг, он находится в другой атмосфере. Он за каким-то шаром. Он в другом пространстве. Его пространство другое. Оно похоже на воду. Оно темное, жидкое. Сейчас мы находимся в другом пространстве. И когда я теоретически, я не хочу никого сейчас испытывать это оружие, я захожу в пространство теоретически возможных вариантов. Я хочу посмотреть, что за оружие у нас появилось. Посмотри, пожалуйста. Я просматриваю теоретический вариант. Я вижу, что если мы направляем это оружие, оно уничтожает все эти... Это сущность, которая смотрит с этого пространства огромная, как огромный муравей. Морду только вижу. Он начинает падать. И это пространство его, оно как бы наше пространство проникает туда и растворяет то пространство. Это оружие против врага. Я хочу посмотреть, как это оружие работает против
черной магии. Посмотри, пожалуйста. Теоретически. Я вижу, что если бы мы направили этот луч на человека, то он его уничтожит, что мы должны как бы работать с осторожностью и отделять энергии магические от человека, потому что оно убьет человека. Потому что человек глупый, и он использует вот эти черную магию по своей глупости. Но чтобы нам не ввязываться в кармические связи, мы должны отделять человека от его черномагических энергий и работать как бы с энергиями, но человека не трогать. Ай. Что-то еще хочешь посмотреть? Сейчас я хочу выйти с этого состояния. Выходи с этого состояния. В наше рабочее пространство. Давай на 17 уровень опустимся. Хорошо. На счет 3 мы опустимся на 17 уровень в наше рабочее состояние. 1, 2, 3. Я вижу, что мы все как будто бы вчетвером спустились сверху вниз, понизили наши вибрации. Хорошо. Вика, посмотри сейчас на Ольгу, мешает ли ей еще что-то. Что ты видишь? Я вижу, что у нее что-то есть, тоже привязано, какие-то энергии в первой чакре, которые выходят и имеют отображение в ее энергосфере как темный силуэт. Сейчас должен пройти одну секундочку. Давайте мы все вчетвером сделаем ускоренный метаболизм, привыкание к новым энергиям, выровняем наши энергетические системы до уровня комфортного для физического тела, выровняем напряжение в физическом теле, все вчетвером. Хорошо. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Сейчас я хочу поработать с Софией отдельно. Хорошо. А с Ольгой потом, чуть-чуть позже. Я говорю Ольге, чтобы она разрешила нам поработать с ее дочерью Софией. Я вижу, что на ней много черноты. Разрешает Ольга? Да, она ее как будто бы выдвинула из своей энергосферы. Я сканирую ее ДНК. Это София. Хорошо. Я спрашиваю, можем ли мы с ней поработать по просьбе ее мамы. Она говорит да. Я спрашиваю, что это за чернота в ее энергосфере, зачем она ей нужна. И она говорит, я и мама одно.
вижу, что она точно так же, как Ольга, переняла вот это гипертрофированное чувство ответственности за свою мать, а это означает, что она будет автоматически переносить это на всех тех людей, с которыми она взаимодействует. И это будет создавать кармические связи. Я говорю, а как же ты можешь быть одним с матерью? Ты же ее дочь, каждый отдельный. И она начинает это осознавать, и она начинает вырастать и становиться прозрачная энергосфера, белая. А вот эта темная энергия, я говорю, чтобы она сканировала уровень этих темных энергий. И я говорю, вот, а Ольга вынула этот блок, и он был внутри, в нее как бы впечатан, этот внутренний родовой блок, а он сейчас падает и выходит, и он находится сейчас, их энергосферы разделились, а дочь растеряна. Я говорю, София, это же нормально, посмотри на себя, ты же такой же отдельный человек, отдельная личность, отдельная душа от твоей мамы. Я говорю, чтобы она просмотрела гипотетическую ситуацию, что если она что-то, например, будет чувствовать степень ответственности и захочет защитить свою мать, то вместо защитить она ее подставит под удар. Потому что чувство вины и чувство ответственности очень сильно переплетены. И идет как бы замещение этих энергий. Поэтому темные и используют чувство вины, потому что чувство вины взращивает вот это, чувство вины вырастает чувство ответственности. Я говорю, это взаимосвязующие звенья. Я говорю, это очень плохо, потому что на самом деле во Вселенной каждый ответственный только сам за себя. И в мире все устаканится, во Вселенной все встанет в равновесие только тогда, когда вот эти энергии уравновесятся, и вся вот эта матрица светлая вытолкнет из себя вкрапление этих негативных матричных программ. Я говорю, это же чужеродная программа, она выпадает сама по себе только тогда, когда вы это осознаете. И я вижу, как это интересно происходит. Для меня это тоже открытие. Энергосфера Ольги выталкивает эту черную энергию, она похожа на как черная смола. И София тоже выталкивает. И вот эта радость и безмятежность начинает наполнять энергосферу обеих. Я говорю, пусть они отдадут эти энергии туда, в те матричные системы, кто их создал. Но перед этим пусть они скопируют эту энергию, которая у них есть. Это энергия первозданной чистоты, светлой, священной вселенной, где они только что побывали. И эта энергия находится в каждом из нас, в нашей генетической памяти. Пусть они сделают отпечаток, копию этих энергий ДНК. Это как документ. Скопируют эту энергию, которая уже почти покинула их пространство, создадут наложение этих двух копий и создадут иммунитет
на чувства, на эту матрицу тьмы, и пусть этот антивирус, вот они создали это, получается, как такой шарик, в котором перемешано черное с белым, перемешку вот это. Выглядит вот как будто бы взял белый пластилин и черный, и так вот помял чуть-чуть и сделал шарик. То есть они не смешиваются, эти энергии, но создают такие прожилки. Я говорю, что по системе этих подключек, пусть они отправляют эти антивирусы в саму систему темной матрицы, пусть энергии света, абсолютной чистоты и программы чистой священной матрицы, естественной среды, чистой священной энергии растворяет эти темные матричные программы. Вот как оно красиво происходит. Вот эти энергии цветы, как цветы, они буквально, вот эти квадратные ломаные линии, я сейчас понимаю, почему внедряется мода на такие хаотичные геометрические формы, потому что так считывается темная матрица. Светлые энергии – это фрактальные энергии прекрасных узоров. Вот, захлопнулись эти порталы, и вот сейчас произошло примирение. Я вижу, как София обнимается с матерью. Я говорю, чтобы София сейчас проработала все эти взаимоотношения с своим отцом, с мамами, то есть с мамами, папами ее родителей до последнего колена, до которого была эта где началась эта матричная, этот сбой в матрице их рода. Я говорю, что они сейчас могут проверить родовое древо. И я вижу, они показывают, они развернули родовое древо, и они показывают, что есть точка, которая черная в этом древе, и она уходит в портал колдовства. Сейчас я говорю с Ольгой, чтобы она показала. Она мне вот так буквально показывает, чтобы она показала тот именно момент, когда произошел, как мы говорим, порча в генетическом дереве, в генофонде ее древа семейного. Ту картину. Показывает? Она показывает, это происходит тогда, когда в роду я вижу, что эта женщина колдует на мужа. Она использует магию по отношению к своему мужу. Она его ругает. Проклинает. И таким, а он не обороняется, потому что он открыт по отношению к ней. Он открывает свою душу. Она его буквально уничтожает. И он уменьшается, и она его как бы заталкивает в этот портал черной магии. И в этот момент произошел генетический сбой. То есть это как черная метка на роду.
и она прописалась. И, конечно же, что эта энергия, эта матрица разбавляется из поколения в поколение. Но я вижу, что 7 поколений страдает очень сильно. И я говорю, что Ольга может зайти в тот момент, потому что это ее древо, и показать этой женщине и этому мужчине все события их рода и свою жизнь своей дочери. И рассказать им, передать им информацию, что из-за их некорректного поведения произошли эти события, и попросить этих людей, их родственников дальних, править эту ситуацию таким образом, чтобы снять эту порчу. Я вижу, как она это сделала, и я вижу, как эта женщина раскаялась. Она буквально рыдает, и эти слезы ее очищают. Она становится не черная, а светлая, прозрачная. И этот муж, ее мужчина, они плачут, обнимаются, и эта черная метка уходит вместе с энергиями черными от женщины и от мужчины в тот портал. Я говорю, чтобы Ольга попросила их закрыть. И я вижу, как Ольга и эти двое людей вместе, они как бы энергии такие очень доброжелательные, как будто бы они вместе вот взялись, знаешь, за плечи друг друга, такое как бы единое кольцо, и закрыли с любовью этот портал, и как будто бы энергиями его так вот заглаживают, как будто бы вылечивают. И вот эта энергия, когда они залечили вот это, она раз и встала на место этой черной, то есть излечилась вот этот иммунитет, и сейчас побежали энергии по всему генетическому древу. Я говорю Ольге, чтобы она распространила эту информацию по всем своим родам, по всем своим коленам, вниз, вверх и все стороны. И в этот момент я вижу, как еще ниже есть, как будто бы родовое древо отсечено где-то 6 тысячелетий назад. Я вижу почему-то, что вот это тот момент, когда эта порча произошла, это было 3000 лет назад, а отсечение от чистого древа, от чистой вселенной произошло приблизительно, я вижу, что это происходило на протяжении 7000 лет, но это произошло от 6 до 7000 лет, и происходило 1000 лет отсечение. Как будто бы какое-то что-то произошло 7000 лет, 12 лет назад. Отсечение родов человека произошло 7012 лет от древа жизни. А сейчас оно срослось в этом месте. Сначала произошло залечение раны 3000 лет назад, и сейчас она вылечила свое древо, то есть эти энергии текут. То есть вот она пропустила вот эту энергию, которая из чистой вселенной, вот эта матричная энергия, она красивая, она живая.
Я говорю, чтобы она этими святыми, чистыми энергиями чистой Вселенной наполнила все свое древо по всем пространствам и излечила. Я вижу, как эти энергии выходят в этом моменте, во все, как-то не в этом моменте, а в этом моменте, когда произошла порча. Но вот так идет как бы в наше настоящее и в прошлое. И вот какие-то энергии, вот этой, похожие на энергию воды, оно буквально выталкивает какое-то пространство туда и заворачивается это древо, поворачивается как в первоисточник. Отлично. Я вижу, что 7000 лет, 12 лет назад произошло переподключение человеческого рода, потому что сейчас я вижу, как древо повернулось и переподключилось ее род к первоисточнику. А раньше оно было, я даже посмотрела, какая-то разная энергия была. А вот энергия с этого момента, она разошлась, и произошел отрыв от этой темной матрицы, от этого события 7012, вот это оно почему-то идет 7012 лет назад. А я слышу лето, 7012 лета. Мгм. А что это за событие такое было? Я слышу вторжение. Я буквально увидела, как такой шар, эти серо-зеленые энергии, они буквально вторглись в пространство Земли, как будто бы огромный шар вылетает в энергию вокруг Земли. Я вижу, что ну, это можно назвать как атмосфера, она была очень толстая. Сейчас это, я сейчас смотрю, сейчас это тоненькая прослоечка над землей. Она такая очень прозрачненькая, а эти энергии, которые остались еще от первозданной энергии матрицы, естественной матрицы Земли, она просто тоненьким таким слоем находится над, как бы ближе к космосу. А в то время я вижу, что эта матрица наполняла, она была очень толстая. И была это шла эта система, это не система, это вот эти фрактальная энергия. Вот она заполняла всю прослойку от поверхности Земли до открытого космоса, если взять физические параметры. Но начиналась она в центре планеты. Мгм. То есть вся планета, все слои физического плотного тела Земли и вся атмосфера и биосфера, это было все единое целое, не было разделения на духовные и физические планы. Это было все едино. Произошло вторжение. Мгм. Хорошо, понятно, Вика. Отсоединись от этой ситуации. Давай вернемся к Ольге. Да.
Как сейчас она выглядит? Посмотри, пожалуйста. Что-то ей еще мешает? Да, мешает. Я вижу, что от нее к дочке еще какая-то идет общая подключка. Сейчас я хочу раскрыть ментальную карту Ольги и посмотреть еще раз по секторам. Хорошо. Раскрой ментальную карту и посмотри по секторам. Я вижу, что она еще не избавилась от воздействия Елены Угу. и этой системы. Я вижу, что она еще не, еще остатки этой черной короны у нее есть. И вот эти энергии, которые похожи на кашу в голове, это ну, похоже почему-то, как будто бы я считываю, как будто бы такие маленькие, как личинки в голове сидят и жуют. Даже хруст вот этот слышен. Угу. Я спрашиваю Ольгу, видит ли она, что происходит в ее пространстве. Сейчас я хочу призвать ответственных, чтобы сейчас на нашем рабочем столе появились те, кто ответственны за эту подключку, за программы, эти воздействия. Это похоже как информация, как заражение физического тела, то, что мы называем грибок, Угу. то, что вызывает онко. Вот что делает эта подключка. Я говорю, это идет в сектор магии, и Угу. я слышу снова вот эта техномагия, и это связано с порталом, откуда выглядывает вот этот глаз. Я хочу посмотреть, да, и сейчас я только подумала, каким образом это стало возможно, и это стало возможным, это через подписание, я вижу, появилась Елена в этом портале, и появилась эта связь с подписанием контракта, сектора контракта. И я говорю, что пусть Ольга прикажет всем виновникам этих энергий, этих программ на физическом плане воплощенных и невоплощенных, на уровне программирования, пусть заберут это магическое воздействие себе, Угу. и таким образом пусть восстановится равновесие энергий. Потому что Ольга не заказывала это воздействие, не просила, и подписывая соглашение на сеанс, она хотела избавиться от контрактов и интерферентов, что она и сделала. Но она не просила никаких дополнительных подключек. Да, это точно. Я говорю, чтобы она наполняла все свое пространство своими великолепными энергиями чистой Вселенной, выталкивала по всем подключкам, по системе всех программирований, подключек. Пусть она все это выталкивает, а также гипнотическое воздействие. Я вижу тот момент, когда был произведен гипнотическое воздействие, слова. Это было во время как будто бы проработки этих денежных блоков.
Я вижу, почему, и оно это уходит, потому что именно Елена подписала контракт с этой сущностью и с Ингой. И в контракте было прописано, это их контракт, слава, деньги, и мне приходят секретные знания. Мгм. Вот. И я Взамен на вижу, как... свои деньги они получают секретные знания, да? Да, поэтому весь удар во время сеансов, ну, не уже мы же чистим каждый день, много людей, Да. шел как раз именно на денежный поток, потому что это энергии очень тесно связаны с нашим воплощением, и это не только деньги, это и здоровье, и самореализация, и все. И поэтому я сейчас уже понимаю, почему у Елены всегда были проблемы с деньгами. Она постоянно, у нее тема денег. Да, я понимаю, почему. Я говорю Ольге, да, она отдает, я говорю, чтобы она приказала, пусть все виновники забирают все воздействия, подключки, гипноз собственными руками. Да. На счет 3 они это сделают. 1, 2, 3. Я вижу, как это все выходит. Я говорю Софии, чтобы она это делала то же самое. Пусть они забирают, потому что София находится в сфере своей матери. И сейчас вот она отдала это все, и какая-то как крышка закрылась, темная. Сейчас я говорю Ольге, что это ее личное пространство. Она может зайти в тот момент, когда она может изменить даже эту ситуацию, и она никогда, она имела сеанс, не имела сеанс с Еленой, она может вытереть эту информацию. Елены вообще не было никогда в ее жизни. Я вижу, как это просто как шарик сдувается. Я говорю, чтобы она вытерла эту информацию, и все уходит в нижний портал. И сейчас вот как взрыв произошел, ничего не было. То есть в эфирном пространстве Ольги этих воздействий этого человека не было никогда. Сейчас я вижу Софию, я вижу, сейчас я отсоединяюсь от Ольги и смотрю на Софию. Ноги, сектор колдовства. И над головой черная крышка, то есть ее энергосфера полностью заблокирована. И я спрашиваю Софию, почему это произошло. И я вижу, что это тоже по контракту. Она, как бы, я слышу, у нее открыт портал жертвоприношения. Я говорю, кто тебя принес в жертву? И она мне рассказывает и показывает, что Елена, которая выглядывает из портала этого черного колдовского, принесла ее в жертву через маму. Я говорю, мама расторгла контракт, она вытерла Елену и события, все эти энергии из своей энергосферы. А это означает, что все воздействия аннулируются. Сейчас я говорю Софии, что она может приказать этой ведьме забрать все эти воздействия, энергии, подключки себе. Она отказывается. Да, я вижу, как София закрывает этот портал жертвоприношения, и он утягивается в сектор колдовства и магии. Она поднимается, а эта конструкция остается. Я говорю, чтобы София приказала всем энергиям чужеродным покинуть немедленно ее пространство. И сейчас я вижу, что с нее как будто бы
какая-то, это не кожа, а как будто бы вверху ее кожи находится какая-то красная скорлупа, она похожа на, э, вот считывается как креветка. Вот Гибридизация? этот панцирь. Да, ну, это воздействие, какое-то воздействие идет прямо из сектора колдовства. Я говорю Софии, чтобы она отдавала, наполнялась энергиями первозданной чистоты. Она уже знает и умеет это делать. Мгм. Приказывала всем участникам этих подключек воздействий на всех уровнях бытия, на всех уровнях воплощенным и невоплощенным, также на уровне сущностей из других измерений, а также матричной системы, а также черномагической матрицы, немедленно убрать воздействие от нее, забрать это все себе, сожрать. Карму никто не отменял. Я говорю, чтобы она отдала эти все энергии и таким образом выровняла Мгм. энергии. Я говорю, чтобы она выталкивала все дальше и дальше. Приказывала забирать. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Получилось? Не получается. Я вижу, что у нее идет как бы контракт. Я говорю, ну очень интересно, каким образом маленькая девочка могла подписать контракт. Я прошу Смотри. Софию, чтобы она зашла в тот момент и показала нам, за что держатся эти подключки, какой контракт они имеют в виду, на какую подлость и хитрость они пошли по отношению к маленькому ребенку. Мгм. На счет 3 София покажет тебе именно этот момент. 1, 2, 3. Она показывает, что в тот момент, когда мама подписывала то есть соглашение о проведении сеанса с Еленой, вот рука матери была в эфирном пространстве черная, а к ней привязана вот так вот правая ручка Софии. Я говорю, ну так мама же отменила этот Контракт, да. момент, контракт. Я говорю, чтобы София зашла в тот момент, когда в эфирном пространстве эти сущности и Елена решили, что они подписывают контракт, соглашение на соединение этих энергий, и пусть София расторгнет его вместе с мамой. Я вижу, как они вместе, вот оно, одну ручку держат, расторгают этот контракт, и все это отваливается, и София улетает вверх. Я Мгм. говорю, чтобы София распространяла вокруг себя эти энергии фрактальные, чистые. Пусть эти энергии чистоты трансформируют все это зло в энергии радости, счастья, первозданной чистоты. Как все происходит до какого-то уровня, происходит трансформация, а дальше идет разделение на пространство, и все уходит в портал интерферентов. И я говорю, чтобы София стерла всю информацию со всех информационных полей о присутствии в ее энергосфере этих энергий, подключек. Пусть она избавится от всех гипнотических воздействий, пусть все отдаст тем, откуда это пришло, будь это система или человек или сущность. Вот только сейчас она очистилась полностью и соединилась с энергосферой матери. Мгм. Отлично.
Я говорю, что они в любой момент сейчас могут подниматься по самым светлым и чистым пространствам. И каждая вот эта светлая, чистая душа, которая наполняется фрактальными чистыми энергиями, она становится неуязвимой ни для системы, ни для сущностей. Вот почему Елена начала войну с Цельнозором, потому что он показал с Моной впервые, где находится эта игла в яйце, в ларце, и как можно эту иглу сломить. Да, именно Я так. не говорю, что Елена – это само воплощение зла. Она по своей глупости втянулась в то, во что даже не понимает. Она подписала контракт, идя на поводу у Инги, которая напрямую тоже, это ее ответственность, не наша и ничья. То есть заманила Елену в эту систему. А Елена вместо того, чтобы включить разум, включить процесс вот этот, который возможен, раскаяние, который возвращает человека к истокам, она дальше идет и идет на поводу у этих энергий и этих программ. Но это нас уже не касается. Мгм. Да, они свой выбор сделали. Я отсоединяюсь с этих энергий, закрываю все порталы. Мгм. Я думаю, что мы ответили на все вопросы. Сейчас я Да, еще раз хочу просмотреть тот момент, когда был... Ну да, это все ушло. Гипнотическое воздействие. На самом деле человек начинает, когда он очищается и наполняется энергиями чистой Вселенной, он автоматически попадает в энергии благосостояния. Он автоматически попадает, если это уместно сказать, в чистую матрицу Вселенной. Потому что вот эти взаимодействия, они естественны. Взаимодействие благосостояния, здоровья. И вот эти энергии, они как бы приглашают чистые энергии, которыми наполняется человек, который пробуждает свою генетическую память, он приглашает это чистое священное пространство сюда, и автоматически происходит как бы увеличение сферы влияния света, и отталкивается вот эта темная материя, темная матрица, отталкивается все глубже и глубже. И каждый человек сейчас, который осознает свою причастность к энергиям первоисточника, первотворца, он приближает тот момент, когда свет, я вижу этот момент, когда это как всегда происходит, какое-то наполнение Вселенной этими энергиями наполняется, а потом происходит как взрыв. И когда эта критическая масса света достигнет какой-то своей точки определенной, тогда произойдет моментальное расширение света и уничтожение глобального зла. отличная новость. Да. Я благодарю Ольге и Софии за их участие в нашем Да. сеансе. Вика, посмотри, пожалуйста, на каком сейчас Ольга уровне.
Ну, мы находимся в свободном пространстве. Я слышу, что здесь уровней нет, что как бы уровни, это относится к тем примитивным пространствам. И они актуальны до тех пор, пока человек не выходит вот на этот уровень божественный, когда он своим сознанием открывает свою генетическую память и своим сознанием, своей самоидентификацией может проникнуть в эти светлые пространства, фактически, которые для него есть домом. А здесь нет никаких уровней. Здесь все равны и все творцы. Я вижу, и мне приходит, что разделение, сравнение, и вот это разделение и сравнение, оно идет по горизонтали и уровне по вертикали. Это характеристики темной матрицы. Что сейчас мы вышли на новый уровень энергий, что настройки сменились. Буквально это я вижу, как будто бы какой-то начался новый этап в календаре. Отлично. Хорошо, Вика. Последний вопрос. Посмотри, пожалуйста, сколько Ольга теряла энергии на начало этого сеанса. Ну, я вижу, что в тот момент это ее уровень энергии был практически на нулю. Ну, она так и характеризовала, да. Хорошо, все. Отсоединись от этой ситуации. Спроси у Ольги, мы все сделали для нее, что должны были сделать? Она говорит да, и сейчас она хочет оставить информацию почему-то для Наташи. Не знаю, кто такая Наташа. Я говорю, что она знает. Это, по-моему, она куда-то вот в сектор колдовства отдает информацию. Я говорю, хорошо. Эта информация должна за душ, чтобы выйти из тьмы и не принять участие, которые приготовили для себя те, кто сознательно выбрал тьму и смерть вместе с тьмой. Хорошо, но мы поняли, что это за Наташа. Хорошо. Также она хочет оставить информацию о своем освобождении, распространить в эфирном пространстве, в открытом доступе для всех желающих, чтобы пробудить генетическую память всех живущих на Земле светлых душ, а также не очень светлых. Они могут взять эту информацию и очиститься. Отлично. Сейчас я вижу, как она использует свое оружие. Она провела рукой и очистила все свое пространство, и оно засияло. Она уходит. Я прощаюсь с ней. Хорошо. Проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто. Я тоже сделала то же самое. И ты. Отлично. То рабочее пространство, в котором мы работали, оно же было как энергетически среднее.
Мы провели рукой и его почистили. Автоматически оно стало таким с этими фрактальными энергиями. И засияло все. Мгм. Отлично. Все чисто вокруг? Да. Можем выходить? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, и ты будешь чувствовать себя просто великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза, Вика. Вау, вот это сеанс, честно. Ух, Просто. ой, ребята, меня чуть не разорвало. Мое тело еле выдержало. Так, Ольга, включайте микрофон. Вот кто перед нами. А кто? Ух, Я не специально. Ах, нет, специально. Ну, интересно. вообще. Это за последнее время, наверное, самый такой сеанс, ну, вот лично для меня просто. Для меня это выход совершенно на новый уровень. Это на тот уровень, в котором должны работать вот регрессологи. То есть это полная доступность всех пространств и полное слияние энергий, доступность и руководить энергиями туда темные, сюда светлые, своими энергиями. Это происходит только в единственном случае. Это только тогда, когда участники команды находятся как бы действительно соратниками в одном поле, с одними целями, в одних энергетических категориях. А если происходит еще что и третий, и четвертый находится на одном уровне, то это происходят чудеса. То есть, если я поинтересуюсь этой темой, мне тоже что-то получится, да? Я просто, ну, Сначала, смотрите, Оля, сначала нужно, чтобы прошел какой-то время метаболизации, потому что вот эти блоки, которые были у вас, которые это нужно несколько дней, оно еще будет у вас прорабатываться. Я так предполагаю, что откроется видение, вот все это Сны. придет, Да, да. сны, видение, и не просто сны. Знаете, я уже давным-давно не вижу бессмысленных снов. Каждый сон – это работа в эфирном пространстве, это работа с моими какими-то тоже программами, потому что я такой же человек, как и все, и я рожден тоже в теле, и я тоже имею блоки, и работаю над ними. И я счастлива, что это проясняется, и вижу, с чем работать, как работать. Я могу это проработать на себе, потому что находясь в каком-то коконе и раздавая секретную информацию якобы, как очищаться, как еще что-то делать, ну, по крайней мере, это смешно. Хорошо. Ну, мы будем прощаться на этом.